Первопроходец пути гармонии – персонаж, чьи умения несут в себе как уникальные, так и стандартные возможности. Основное внимание в арсенале первопроходца стоит уделить его сверхспособности. Это ультимативное умение превращает первопроходца в ключевого игрока в моменты, когда противники показывают слабину. При активации ультимейта, каждая атака по монстру с разрушенной полоской стойкости позволяет союзникам наносить дополнительный урон, известный как урон суперпробития. Эффективность этой сверхспособности усиливается благодаря специальным талантам и пассивным усилениям, которые активируются в разнообразных боевых контекстах. Это делает первопроходца не просто бойцом, а катализатором для усиления атак всей команды. Тем не менее, его базовые умения включают в себя одиночную атаку и навык, который выполняет более привычные для игроков функции, такие как генерация очков действий и снижение уязвимости врага. Однако эти умения не включают усиления для других членов команды, что делает их использование более очевидным и менее стратегически важным. Эта особенность упрощает геймплей для пользователя, но в то же время может снизить значимость первопроходца в группах, где требуются сложные и многоуровневые тактики. Эти нюансы умений делают первопроходца пути гармонии персонажем, который может как значительно повысить эффективность команды в определенных боевых ситуациях, так и остаться в тени, если требуется более комплексный подход к ведению боя. Первопроходец пути гармонии представляет собой интересного персонажа в мире Honkai Star Rail, сочетая в себе как явные преимущества, так и некоторые ограничения. Давайте более подробно рассмотрим эти аспекты. Преимущества первопроходца пути гармонии. Универсальность в командах. Первопроходец отлично подходит для любой команды, которая сосредоточена на уроне от разрушения стойкости. Его способности усиливают дополнительный урон и пробитие, делая его важным элементом в боевых стратегиях. Продолжительность эффектов. Ультимативная способность, хотя и дорогая по энергетическим затратам, компенсируется длительным эффектом запасной танцор, который активен 3 хода. Простота сборки. Персонаж требует максимизации всего нескольких характеристик, что упрощает его интеграцию в различные команды и делает его доступным даже для фри-то-плей игроков. Недостатки первопроходца пути гармонии. Специализированные способности. Несмотря на высокую универсальность в командах, фокусированных на пробитие, в более общих или разнообразных тактиках его способности могут оказаться не так эффективны. Ограниченная функциональность. На начальных уровнях персонаж полезен благодаря своим специфическим бафам и умению задерживать действия врагов, но его возможности ограничиваются без доступа к усилениям высокого уровня. Отсутствие ключевых бафов и низкий урон. В отличие от других саппортов, первопроходец не предлагает широкий спектр бафов, и его урон не выделяется, что может снижать его ценность в определенных стратегических составах. Нишевый характер. В сражениях против множества врагов или тех, кто не обладает уязвимостями, его способности могут быть неэффективны. Эти характеристики делают первопроходца пути гармонии отличным выбором для конкретных сценариев и тактик, особенно в битвах с боссами, где его уникальные умения могут максимально раскрыться. В то же время для универсального использования могут потребоваться дополнительные персонажи, способные дополнять его возможности и компенсировать недостатки. Для эффективной игры за первопроходца пути гармонии важно правильно подобрать и оптимизировать ключевые характеристики. Поскольку персонаж выполняет роль саппорта с упором на усиление команды и задержку действий противников, следующие рекомендации помогут вам максимизировать его потенциал. Рекомендуемые значения характеристик. Скорость восстановления энергии. Чтобы первопроходец смог часто использовать свои ультимативные способности, требуется значительное восстановление энергии. Учитывая, что ультимейт требует 140 единиц энергии, следует стремиться к увеличению этого параметра до 105-120% в зависимости от вашей стратегии и выбора светового конуса. Скорость. Эта характеристика критически важна для ускорения ротации действий, что позволяет чаще использовать базовые атаки и ультимативные способности. Рекомендуемая скорость не менее 134 единиц. Эффект пробития. Особенно важен для усиления дополнительного урона союзников. Чем выше этот параметр, тем эффективнее баф от ультимейта на уровне Е4. Стремитесь к значению не менее 150 единиц. Здоровье и защита. Чтобы обеспечить выживаемость персонажа в длительных битвах, рекомендуется сфокусироваться на здоровье не менее 4000 единиц и защите не менее 1000.
Сопротивление эффектам. Повышение этого параметра до 30% с учетом исследованных следов помогает избегать контроля и негативных статусов, что критично для саппортов. Дополнительные соображения. Сила атаки и критический удар. Хотя увеличивание этих параметров может слегка повысить ДПС персонажа, не стоит ожидать высокого урона из-за низких множителей урона. Эти характеристики можно улучшить по желанию, но они не должны быть приоритетными. Для первопроходца пути гармонии крайне важно выбрать подходящий световой конус, который будет соответствовать его роли в команде и максимально усиливать его способности. Вот подробный обзор некоторых из наиболее подходящих световых конусов для этого персонажа. Отражение прошлой меня. Этот цветовой конус идеально подходит для первопроходца, так как пассивно повышает ключевые характеристики и восстановление энергии в начале каждой волны. Это обеспечивает более частое использование ультимейта, который синхронизируется с эффектом запасной танцор продолжительностью на 3 хода. Воспоминания о прошлом. Отличный выбор для тех, кто сосредоточен на пробитии уязвимости. Этот световой конус предоставляет прибавку к эффекту пробития и является источником дополнительной энергии, хотя и не предоставляет прямых бафов для других членов команды. Приключения Грязовиля. Это универсальное фри-то-плей оружие, требующее тщательного планирования использования умений команды, чтобы максимально использовать его потенциал. Важно, чтобы ультимейт дамагера использовался до следующего хода первопроходца, чтобы усилить эффективность бафа. Танцуй, танцуй, танцуй. Хотя этот цветовой конус не предоставляет значительных прибавок к урону или другим характеристикам, его механика продвижения действий может быть крайне полезна для получения тактического преимущества в битве. Мимолетные ночные огни. Этот цветовой конус идеален для агрессивного стиля игры, где важно быстро наносить урон. Он предоставляет значительные прибавки к восстановлению энергии, что позволяет первопроходцу чаще использовать свои способности. Битва не окончена, и прошлое и будущее. Эти световые конусы могут быть полезны в ситуациях, где требуется точная настройка скорости команды для оптимального распределения бафов и эффектов. Они требуют более сложной стратегии и могут не подойти для всех стилей игры. Вырезать луну и кроить облака. Этот цветовой конус предоставляет случайные усиления и может быть полезен в командах, где необходима адаптация к различным боевым условиям. Каждый из этих световых конусов может быть эффективен в зависимости от структуры вашей команды и выбранной стратегии. Для первопроходца пути гармонии важно тщательно подобрать реликвии, которые максимизируют его эффективность в роли саппорта и усиливают способности его команды. Рассмотрим некоторые из лучших реликвий для данного персонажа. Пещерные реликвии. Часовщик сонных махинаций. Это идеальный выбор для первопроходца, так как усиливает его способность к пробитию. Пассивная способность этого комплекта гармонично дополняет ультимейт, техники и 4-й эйдолон, обеспечивая команде значительный бонус к эффекту пробития. Вестник, блуждающий в хакерском пространстве. Это универсальный комплект, подходящий для саппортов и может быть использован, если в команде нет других персонажей с подобным набором реликвий. Он хорошо работает, если уже есть носитель часовщика сонных махинаций. Вор падающего метеора. Хорошо для стабильной генерации энергии, особенно в комбинации с постоянным пробитием вражеской полоски стойкости. Трёх дикой пшеницы. Этот комплект увеличивает скорость, что критически важно для первопроходца, который демонстрирует низкий потенциал в роли саб-ДД. Однако для максимальных эффективностей потребуется дополнительное вложение в крит и силу атаки. Фонарное украшение. Сломанный киль. Повышает хп. ТЦ дает неограниченный по времени баф критического урона для команды при достижении 30% сопротивления эффектам. От нестареющих. Универсальный комплект, который увеличивает запас здоровья и при достаточной скорости силу атаки союзных героев. Особенно полезен в долгих и тяжелых сражениях. Живой ванвак. Подходит для ситуаций, где нужен хороший старт битвы, помогая быстро генерировать энергию и активировать начальные бафы. Земля грез Пинаконии. Этот комплект подходит для команд с дамагером мнимой стихии, но из-за его специфики рекомендуется использовать его выборочно. Талия край бандитов. Хороший выбор в отсутствии предложенных выше комплектов. Особенно если в команде есть Аста, с которой можно эффективно комбинировать ультимейт.
Каждый из этих комплектов реликвии может значительно усилить специфические аспекты способностей первопроходца, делая его более эффективным в различных боевых ролях. Выбор правильного комплекта реликвии зависит от вашей общей стратегии и состава команды. Поэтому важно учитывать как специфические характеристики каждого комплекта, так и подробности ваших союзников. В заключение. Первопроходец Пути Гармонии представляет собой уникального персонажа в мире Honkai Star Rail, обладающего специфическими умениями и потребностями в экипировке. С правильными реликвиями и световыми конусами этот герой может значительно усилить вашу команду, особенно в стратегиях, ориентированных на пробитие уязвимости. Не забывайте тщательно подбирать снаряжение в соответствии с общей тактикой вашей команды и типом противников, с которыми вы столкнетесь. Если вам понравился этот гайд, не забудьте подписаться на мой канал, оставить лайк и активировать уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Ваши подписки и лайки мотивируют меня дальше создавать видео. Благодарю за внимание и до новых встреч в Honkai Star Rail.